Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим вкусное закусочное печенье с сыром. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит все ожидания. Хоть по виду печенье неказистое, но от него просто невозможно оторваться. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В чашу измельчителя насыпаем 200 грамм муки и кладем 50 грамм холодного сливочного масла, нарезанного на кусочки. Масло с мукой измельчаем в крошку. Также это можно сделать руками. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску высыпаем крошку из муки и масла. Добавляем тертый сыр и насыпаем 2 чайные ложки разрыхлителя. Все немного солим и перчим. Перемешиваем до однородности. В эту смесь наливаем 150 мл сметаны любой жирности. Все перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Тесто нужно вымешивать недолго. Как только тесто соберется в комок, сразу же прекращаем вымешивать. Тесто должно хорошо держать форму и не крошиться. Смотрите по консистенции теста. Если тесто сильно густое, добавьте еще немного сметаны. Если жидкое, то муки. Сметану в этом рецепте можно заменить кефиром, простоквашей или несладким йогуртом. Из приготовленного теста скатываем шарики и кладем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер шариков примерно как грецкий орех. Из этой порции теста у меня получилось 24 печенья. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 25-30 минут. Еще больше рецептов закусочного печенья смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Закусочное печенье с сыром получилось очень вкусным и сытным. Оно мягкое внутри и с хрустящей корочкой сверху. Если будете готовить на большую семью, то пеките сразу как минимум двойную порцию. Если вам понравился рецепт такого печенья, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.